Представьте картину. Вы абсолютный новичок, отыгравший в Seven Days to Die скромные 50 часов. Начинаете более-менее понимать игру, и тут на следующий забег вам внезапно предлагают вот такие настройки. Представили? Вот и я представил. А потом еще раз представил, и еще раз представил, и еще раз 10 подряд представил. И я вам за такие настройки руки бы целовал. Лепестками тюльпанов дорогу бы выстелил. Люблю и ненавижу вас одновременно. Потому что с моей задницы эти настройки справились просто идеально. Правда, сделав порядка 10 безуспешных попыток, я все-таки решил слегка скорректировать условия. Снизил скорость бега зомби и вместо смерти без возрождения в качестве штрафа выбрал себе полное удаление инвентаря. Даже с этими изменениями для второго забега в этой игре настройки оставались абсолютно конченными. Поэтому хватайте чаек, ништяки, располагайтесь поудобнее и поехали. С вами Копчикоид, и это мои 100 дней выживания в Seven Days to Die. Поскольку это был уже далеко не первый перезапуск, стартовые квесты я выучил наизусть как стишок. Быстро закончив их и открыв маркер торговца, сразу направился к нему. Из ползучего гомункула, которому потребовалось больше 10 ударов каменной кувалдой, выпал рюкзак с журналом по занимательной механике. Разбив несколько шин ради синтетического мусора и зачерпнув грязными ладонями кристально чистой воды из ближайшей лужи, в почтовом ящике я еще и обнаружил журнал «Охота с копьем. Том 2». Ирония судьбы. В прошлых попытках, когда я экспериментировал с оружием, игра с завидным упорством подсовывала мне журналы именно на то, чем я пользоваться вообще не собирался. Видимо, эту традицию бог рандома решил сохранить и в этом забеге. Все-таки жизнь удивительная штука. Первые стычки с любителями свежей плоти уже не вызывали паники, хотя, услышав вдалеке собачий лай и рык, я предпочел воспользоваться опытом оперативной съемки. На входе к торговцу по пути приложил курочку и местного чухана, который, видимо, эту курочку выгуливал. В бетономешалке на территории коммерсанта повезло найти журнал «Кузнец своего счастья», который прокачивал создание рабочих станций, а также банку кошачьего корма. Получасовые сутки заставляли шевелиться, поэтому, не теряя ни минуты, я взял квест на раскопки и побежал к точке. Раскопал ресурсы, забрал квестовый ящик, успокоил медсестру, которая слишком настойчиво хотела взять у меня кровь из пальца, вернулся к торговцу и в награду взял комплект с дробовиком из трубы. Припоминая свои прошлые ошибки, я решил временно отказаться от заданий на зачистку. Если была возможность взять раскопку припасов, брал именно ее. Если раскопок не было, шел за сумками с ресурсами. На сложности безумец головы у зомби по прочности напоминают монолитный бетон, поэтому махаться с дубовыми гниляками в замкнутом пространстве у меня желания не было. Распаковал и перезарядил дробовик. Перекусил найденными в птичьих гнездах яйцами. Сделал несколько дополнительных ловушек с кольями и строительные блоки. В потрепанной спортивной сумке повезло найти автомат из трубы. Немного поиграл в кошки-мышки и кувалды-головешки с очередной прекрасной дамой. Использование местности – один из главных принципов выживания, но вот на дистанции удара мне еще явно стоило поработать. Добравшись до очередного места раскопок, соорудил простейший куб из блоков, чтобы переждать ночь. И, судя по звукам снаружи, очень, сука, вовремя. Всю ночь я просидел тише воды ниже травы. Подобная тактика меня уже подводила. В одной из прошлых попыток к моей соломенной лачуге пришли толстяк и дикий зомби. Несмотря на аптечку, то выживание закончилось рядом с остатками моей халупы. Забрал награды за испытания и раскидал очки навыков в ключевые ветки. Дробитель черепов ради книг на кувалды, шеф-повар ради журналов на готовку, долбателя ради журналов мир инструментов, а также по одному очку в силу и в большой и быстрый для увеличения скорости атаки кувалдами. А группа поддержки, ошивавшаяся за стенами моего неприступного бункера, всю ночь напоминала о себе мерзким воем, заставляя мое очко играть соло на баяне.
На всякий случай скрафтил десяток деревянных лестниц. Зачем? Понятия не имею, но в голове был невероятно смелый план. Добежать до ближайшего здания и экстренно залезть на крышу. К счастью, игра уберегла меня от этой тупейшей авантюры. Упаковал сырое мясо, чтобы уменьшить запах, и продолжил ждать рассвета. С наступлением дня выполнил задание на улучшение блоков, раскопал ресурсы и потратил почти все патроны на отстрел ночной группы поддержки. Употребив 2 подпорченных бутерброда и запив их водичкой, мгновенно превратился в ходячего биологического террориста. От персонажа несло метров на 90 так, будто после 1,5 часов в качалке он решил освежить свои носки дезодорантом. По идее, от такого запаха зомби должны были разбегаться, но у этих ребят вкусы, видимо, очень специфические. В награду за квест взял патроны на автомат. Хоть я и качаю силу, справиться с несколькими зомби одновременно всяко проще при помощи автомата, нежели дробовика. У торговца в ассортименте приметил гриль и кастрюлю, но денег пока не хватало. Поэтому я просто взял следующее задание и продолжил свой путь. В рюкзаке, который выпал из гнилозубика, нашел пару журналов сокровища свалки. Выкопал очередную партию ресурсов, попутно отбиваясь от небольших нашествий с каждым сужением круга. А вот с финальной волной связываться не стал. Завершил еще одну цепочку заданий в испытаниях, и повезло найти альманах пожарного, который увеличивал шанс появления воды в добыче. Добравшись до целевого объекта следующего задания, первым делом осмотрел гараж и нашел там запечатанные ящики. Время близилось к ночи, а постоянного убежища у меня еще не было. Решил переждать ночь в гараже. Добыл немного дерева, починил двери, установил пару ловушек и занялся добычей мусора, который лежал в гараже. С наступлением ночи ко мне сразу же начал ломиться первый гость. Стены гаража оказались из дерьма и палок, так что моя хитромудрая баррикада перед дверью оказалась бесполезной. Бодрый гнилозубик залез внутрь и ударом в прыжке доходчиво объяснил мне расклад ситуации, в которой я оказался. Пришлось в срочном порядке демонтировать несколько секций потолка, чтобы получить доступ к крыше. Сделав пару выстрелов по беснующемуся зомбаку, который оказался частью блуждающей орды, я невольно подтянул к гаражу его братков. Эти ебаные бобры начали стремительно разбирать деревянное основание гаража. Мысленно я уже готовился к новому старту, но пара установленных на пол ловушек и безумное желание выжить помогли отбиться. Наградой за этот сумбур стали журналы по технологиям и медицине, а также баночка чили. Чили-вили. Кто пингвина помнит? А ну-ка признавайтесь, пенсионеры. Поутру восстановил запас кольев и приступил к выполнению задания. Пользоваться предложенным маршрутом — это последнее, что я буду делать на сложности безумец. Так как мне нужна была только сумка, я забрался на крышу при помощи строительных блоков, безопасно пробил себе путь к квестовому предмету, забрал его и отправился к торговцу. По пути нашел и прочитал еще парочку журналов, а затем внезапно услышал звук цепи и увидел несущегося в мою сторону добермана, который бежал ко мне явно не для того, чтобы я его погладил. Усыпил собаку, убил и разделал змею. Добрался к торговцу и сбагрил ему лишний хлам, с продажи которого мне хватило дюков, чтобы прикупить себе модификаторы для костра, кастрюлю и гриль. Теперь предстояло найти надежное место для следующей ночевки. Забравшись на одну из крыш, наткнулся на сильную и независимую женщину, которая сразу же на меня накричала. Чё за симулятор реальной жизни? Группу поддержки, которая подоспела на ее вопль, у меня не было желания переубеждать, поэтому я принял самое смелое и мужественное решение. Съебаться. И тут мне на глаза попадается он. Заброшенный недострой.
Примерно такой же в моем детстве выполнял функцию естественного отбора и вознаграждал самых отпетых особей премии Дарвина. Ну а еще там постоянно воняло дерьмом и лежала куча шприцов. Судя по всему, там хотели сделать государственную больницу. Я сразу понял, что хочу жить именно тут. Во-первых, каменные блоки и металлические балки вселяли уверенность в том, что этот недострой не обвалится во время первой кровавой луны. Во-вторых, внутренний архитектор в моей голове сразу же обрисовал картину роскошного форпоста. И забегая немного вперед, это здание действительно переживет масштабное перерождение. Голод и жажда уже давали о себе знать. Перекусив парочкой кусочков сгоревшего мяса и запив их водичкой, я привел к своему недострою одного гнилозубика, чтобы убедиться, что подняться ко мне он не может. Ситуации цвета детской неожиданности – это не те сюрпризы, с которыми я бы хотел столкнуться глубокой ночью. Кое-как разобравшись с парой полуночных визитеров, распределил новые очки навыков. Продолжил аккуратно осматривать окрестности и собирать ресурсы. Из приятных находок прямо перед боком обнаружился торговый автомат. И знаете, о чем я задумался? Ассортимент в нем тоже постоянно обновляется. Но вопрос, который не давал мне покоя, кто же этот курьер-герой, который ездит по всему городу и обновляет ассортимент в торговых автоматах? Поскольку нормальной еды найти не удалось, мой праздничный завтрак состоял из банки кошачьего корма, сдобренной банкой корма для собак. Рацион, конечно, королевский. Это вам не какая-то там всратая кето-диета. Это есть ам-ням. Во время очередной вылазки нашел винтовку из трубы и пару медицинских вестников, благодаря которым научился создавать улучшенные бинты. Проапгрейдил свои доспехи из говна и палок на такие же доспехи из говна и палок, но на пару рангов выше. В качестве награды за выполненное задание, голод и жажда заставили меня принять более прагматичное решение и забрать порцию овощного рагу. Выполнение следующего задания подзатянулось. Сумку-то я быстро нашел, но желание вскрыть главные ящики взяло верх. В целом, неплохо. Получил журнал на увеличенный шанс найти бинты в добыче и журнал на добычу латуни из дверей. Чтобы лишний раз не испытывать судьбу, решил переждать ночь в этом же здании, попутно превращая местную мебель в кожу, ткань и синтетический мусор. Сожрав очередной бутер с гнильцой, клапан немного надорвало, и у персонажа начались подливочные. Ночь скоротал за монотонной разборкой мебели под аккомпанемент несварения желудка. Пришлось раскошелиться на чай золотарником, чтобы нивелировать эффект срачки. Обратив внимание на день, ко мне пришло осознание, что до первой кровавой луны остался час реального времени, а оборонным рубежом у меня пока еще и не пахло. Зато с распространением запаха отлично справлялись мои обосратые штаны. Я, конечно, видел в этих ваших интернетах некоторые наработки по строительству обороны, но все же мне хотелось немного проявить индивидуальность и сообразить что-то свое. А лучше бы, не выебался и просто скопировал чужие наработки, честное слово. Едва начал монтировать подъемную эстакаду, ко мне сразу же ворвались строительные инспекторы. Чтобы мои наработки не пустили на щепки, позволил им пройти мимо, а сам отправился выполнять задание, параллельно оттачивая навыки структурного массажа мозга. Успешно раскопав очередной клад, в награду забрал 10 коктейлей Молотова. Живьем орду в 64 рыла я еще не созерцал. Но здравый смысл подсказывал, что это будет очень плотное мероприятие. Набравшись смелости, впервые подписался на задание по зачистке. Осмотрел место выполнения задания и, посмотрев на время, решил пока не приступать, а вместо этого отправился в книжный магазин, который увидел по пути. Повезло найти несколько полезных журналов на молоты, готовку, автомеханику и медицинский вестник. Занялся модернизацией пристройки, по которой зомби должны были подниматься ко мне во время кровавой луны. Вместо ступенек использовал наклонные блоки. Правда, не успев завершить строительство приемного окошка,
чуть не получил пиздей от незваных гостей, да еще и с дикой медсестрой во главе. It was at this moment he knew he fucked up. Ебать. Женщина, успокойся, ёб твою мать. Да поднимись ты, блядь. Давай! Давай! Вытаскивайся! Да! Фу! Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. В рюкзаке, который выпал из пышечки, нашел 2 журнала еженедельной готовки, благодаря которым открыл рецепт самой имбовой еды – яичницы с беконом. Такое дерьмо мог построить только я. Ну где бы вы еще увидели такую убогую и бездарную линию обороны? Но, как говорится, совершенство в несовершенстве. По крайней мере, я попытался сделать что-то свое, а не сразу строить оборонную будку под копирку. Не забыл и про деревянное колья, которое щедро натыкал по пути следования толпы. Расправился с очередной блуждающей ордой и закинул еще один поинт в силу. Распределение очков навыков на начальной стадии игры – это мой личный шедевр неэффективности. Стоило вложить поинт в дробовики, рабочие станции, автомеханику. Я же слепо упарывался в силу и навыки на кувалду. Началась кровавая луна. Вооружившись всем арсеналом, который был у меня под рукой, стал на импровизированный подъем и начал отстреливать посетителей. Ловушек я, конечно, наставил вагон и маленькую тележку, но, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть. После визита предыдущей орды мне казалось, что мой оборонный рубеж разберут по кирпичикам, но, к моему большому удивлению, завершилась она успешно. Хотя, положа руку на сердце, вытащил эту ночь ковер из деревянных кольев. Учитывая тот факт, что большинство зомби погибло от кольев, я получил неплохое количество рюкзаков, которые сразу же принялся облутывать. Повезло найти в них несколько полезных журналов, а также другие предметы. Пришлось придумывать костыли для подъема на базу, так как в процессе осады экскаватор, по которому я раньше поднимался, демонтировали. В придорожном газетном ящике мне улыбнулась удача. Попался 5-й том мифов о молоте. Отныне за каждый хедшот кувалдой игра будет отсыпать мне в 2 раза больше опыта. Квест на зачистку завершился успешно. В награду я забрал готовое мясо, а также купил журнал по верстакам и наковальню. Прочтение журнала как раз разблокировало создание кузницы. Нашел модификатор железолом и установил его на свою каменную кувалду. Любой установленный модификатор увеличивает урон и мощность предмета. По дороге домой столкнулся с 2 дикими гнилозубиками. В отличие от них, у меня горели не глаза, а очко, которое и придало мне ускорение вплоть до самого дома, после чего я безопасно разобрался со своими преследователями. Собрав все необходимые ресурсы, сделал кузницу, которую разместил на крыше и укомплектовал наковальней. Соорудил блок фермерской делянки и посадил в него тыковку. Решил пошарить по крышам каких-то складов, и подо мной провалился потолок. Обожаю этот аттракцион. Когда ты внезапно улетаешь в бездну и надеешься, что внизу тебя не ожидает комитет по проверке качества мяса.
К моему счастью, в отсеке, куда я провалился, была всего одна змея. Да и то, не она была главной бедой, а ебучие ловушки, которые чуть не пробили мне туза. Дед наконец-то расщедрился на транспорт и подсказал координаты коллеги по бизнесу в сгоревшем лесу. Я же, распределив очки навыков и в очередной раз обновив свое снаряжение, продолжил выполнять задание. Процесс пошел чуточку бодрее, а я немного попривык к кувалде и начал чувствовать себя увереннее в сражениях. В наградах я всегда приоритетно выбирал пачки журналов, игнорируя пустой желудок, и пока целенаправленно сидел на квестах первого тира. Они банально быстрее закрывались и были куда безопаснее. Начал плавку ресурсов в кузнице. Запасы были скромными, но на базовые нужды типа создания пустых стеклянных банок должно было хватить. Двигаясь к очередной цели, случайно наткнулся на заброшенную шахту, заросшую грибами. Это было настоящее спасение, так как уровень сытости персонажа стремительно приближался к нулю. Аккуратно зачищая штреки от подземных жителей, срезал порядка 40 грибов. В сыром виде они насыщают слабо, зато не дают негативный эффект запаха и восстанавливают по 2 единицы здоровья за штуку. К тому же они необходимы для создания сыворотки черные легкие. Снова поймав диарею за хвост, едва не отъехал от парочки зомби в узком коридоре. Набросившиеся женщины в довесок к срачке успели наградить меня кровотечением и рваной раной. Чтобы избавиться от части негативных эффектов, пришлось использовать аптечку. И все это ради одного журнала на броню и 4 патронов калибра 5.56. Да уж, ничего не скажешь. Лут, конечно, при изобилии в 50% очень щедрый. Зато награда за квест перекрыла весь негатив. Мне выдали рецепт консервов с рамвей. Этот деликатес создается из гнилого мяса, костей и жира, а в будущем станет основой для элитных блюд вроде похлебки и срама в медовой глазури. Выполнение заданий встало на поток. Перестал убегать от толп гнилозубиков, которые появляются при раскопке сокровищ. А двойной опыт за убийство в голову – это просто легальный чит. Уровни начали прилетать один за другим. В качестве награды взял более утоляющие, так как это единственное средство, восстанавливающее здоровье моментально, и прикупил себе баночку мегадавки, энергетик, который восстанавливает 60 очков водного баланса и увеличивает скорость бега на 50% на 6 минут. Классика жанра. Старое уебище выгоняет меня на улицу в преддверии ночи, где меня уже поджидает женщина с горящими глазами. Очищая дома вокруг своего гнезда, наткнулся на собаку, которая успела наградить меня эффектом заражения. Следом нашел и журнал по разборке, который открыл мне рецепт создания гаечного ключа. Также нашел еще один том из серии «Мифы о молоте» и везучего искателя. Теперь силовые атаки кувалдой будут игнорировать 50% брони, а в добыче должно появляться больше провизии. У деда я купил банку меда и сразу съел, чтобы притормозить развитие инфекции. Накопал немного железа из жилы, попутно упокоив очередную кричащую дамочку с ее друзьями. Переоделся в костюм священника 1-го ранга, хотя, скорее всего, это была ошибкой. Обычные тряпки из травы 5-го ранга давали куда больше чистой защиты за счет своего качества, несмотря на отсутствие бонусов комплекта. Улучшил свою оборонную эстакаду в булыжник и отправился штурмовать ближайший склеп. И вот тут злую шутку со мной сыграли неопытность и глупость. Поначалу все шло как по маслу. Я методично зачищал локацию, нашел пару отличных модификаторов и уже собирался уходить. Как вдруг на меня выскочил дикий зомбарь. У меня было все, чтобы выжить. Более утоляющие, энергетик, аптечка и бинты. Но из-за того, что я поленился вынести половину из перечисленного на панель быстрого доступа, в панике я об этих предметах даже не вспомнил. Пытаясь разорвать дистанцию, побежал к своему хваленому подъему. Но из-за нехватки выносливости не допрыгнул до платформы, рухнул вниз и помер самой бездарной и позорной смертью. В наказании за свою глупость я лишился абсолютно всех предметов, которые были на персонаже в момент его смерти. Уровень фрустрации в тот момент просто зашкаливал. Но времени на депрессию не было. На дворе стоял день очередной кровавой луны, а до начала осады оставалось минут 15 реального времени. В экстренном порядке натянул старые резервные вещи, скрафтил каменный топор и принялся восстанавливать утраченное.
Буквально в последние секунды я успел собрать необходимый минимум и подготовить базу к Кровавой Луне. Расставленные вовремя ловушки и коктейли Молотова помогли мне пережить эту ночь. Однако сомнения по поводу адекватности моей оборонной конструкции укрепились. Я по-прежнему не мог нормально махать кувалдой. Ну, хоть урожай зомби порадовал. Сделал себе новые железные инструменты и отправился выполнять очередное задание. В награду забрал отмычки и перекупил себе стеклянных банок, которые наполнил мутной водой в ближайшем водоеме. Попробовал вскрыть отмычками полицейский автомобиль, но потерпел неудачу и потратил все отмычки. После чего решил 1 очко навыков потратить в ветку взломщика, чтобы хотя бы чуточку повысить шанс успешного взлома сундуков, сейфов и автомобилей. Перед тем, как отправиться в сгоревший лес, закинул в очередь создания несколько сывороток черные легкие и гаечный ключ. Путь предстоял не близкий, порядка 3 километров, но, как выяснилось позже, расстояние оказалось самой меньшей из моих проблем. Ехал я не спеша, делая остановки у каждого придорожного лагеря, где можно было чем-нибудь поживиться. Прямо во время очередного шмона докрафтился гаечный ключ, и поскольку вокруг стояло несколько брошенных авто, я тут же пустил его в дело. Ресурсы и опыт потекли рекой. Радиаторы я разбирал на латунь, двигатели на механические части, а при разборке аккумуляторов получал свинец. Добравшись до границы сгоревшего леса, столкнулся с полным разочарованием. Продвинуться вглубь новой зоны не позволила внезапно начавшаяся буря. Скорости моего двухколесного коня явно не хватало, чтобы проскочить сквозь непогоду к торговцу, а перспектива потерять весь накопленный хабар в случае глупой смерти окончательно отбила желание рисковать. Я, конечно, пытался обогнуть опасный участок по сосновому лесу и проехать ближе к маркеру торговца, но стоило мне снова въехать на территорию сгоревшего леса, пришло окончательное понимание. С моим текущим снаряжением и скоростью я туда просто не доеду. Вдобавок ко всему, эффект заражения постепенно набирал критическую массу, а солнце неумолимо катилось к закату. Я уже присматривал какой-нибудь домик для ночевки, как вдруг наткнулся на массивные стальные ворота, врезанные прямо в скалу. Сложность локации выглядела подъемной, а любопытство взяло верх. Очень уж захотелось узнать, что скрывается внутри. Да и выглядело все как идеальное место для того, чтобы переждать ночь. Перешагнув порог, я обнаружил огромный подземный комплекс, под завязку забитый полезной литературой. Там же нашлась забавная интерактивная система. Чтобы открыть ворота главным ящиком, нужно было активировать 3 кнопки. После нажатия первой кнопки пробило холодком по спине, после того, как из динамика неожиданно раздался чей-то голос. Картошка домашняя, свежая, разваристая, очень вкусная. Еще больше оптимизма внушали звуки. Где-то за стенами усердно трудилась толпа гнилозубиков, и разобрать, в каком именно месте они пробивают бетон, было практически невозможно. Доносились лишь хрипы, чавканье и глухие удары. В голову начали закрадываться мысли, что этот уютный бункер рискует стать моим саркофагом. Заражение уже перешагнуло солидную отметку, и хоть его текущий уровень не является смертельным, оно негативно сказывается на восстановлении выносливости. Правда, и заражение отошло на второй план, когда из темноты на меня вывалился лесоруб со свитой, попытавшийся обнулить меня прямо в терминале. К счастью, в этот раз я вовремя вспомнил про таблетки и сумел разорвать дистанцию. Бежать, 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 ешь. Вот только быстро стало ясно. Стальные двери не спасают, если сами стены вокруг них сделаны из говна и палок.
Сам бункер и идея дома под землей мне безумно понравилась. В таких объектах чувствуется настоящая атмосфера постапокалипсиса. С рассветом я выдвинулся к торговцу в сгоревшем лесу, попутно выполняя задание на разблокирование рецепта специального снаряжения. Добыл немного селитры, срезал несколько грибочков и собрал в инвентаре все материалы, которые нужны для создания антидымного снаряжения. Прежде чем лезть в драку с местными, заглянул к торговцу в надежде приобрести лекарства от инфекции, антибиотики или хотя бы баночку меда. Но, как назло, ничего из того, что мне нужно было, в ассортименте не оказалось. Для разблокирования рецепта антидымного снаряжения оставалось лишь убить необходимое количество зомби. Решил совместить приятное с полезным и взял задание на раскопку ресурсов. Пока пытался докопаться до припасов, завершил задание по ликвидации зомби в сгоревшем лесу. Но добраться до ресурсов мне так и не дали, потому что на горизонте появился чемпион по шмарчболу. Вспомнив золотое правило «дают, бери, бьют, беги», прыгнул на велик и дал по педалям. Нужно было срочно решать вопрос с заражением. Махать тяжелой кувалдой без выносливости невозможно. Да и в целом, отсутствие выносливости оперативно может отправить меня на спальник. Залетные болванчики пробили опорный блок на моей оборонной позиции, как бы в очередной раз намекая, что моя конструкция – полное говно. Капитально перестраивать ее времени не было, но за одно из заданий я получил 250 единиц бетона, благодаря которым смог укрепить основные оборонные блоки. Утром решил поправить финансовое положение и отправился разбирать машины, чтобы сдать весь лом и запчасти торговцу. Как по мне, авторазборка – один из самых медитативных и приятных способов фарма и прокачки, который уступает разве что улучшению блоков. Безопасно, выгодно и без лишних нервов. У деда наконец-то обновился ассортимент, и мне удалось выкупить 2 баночки меда, одну из которых я тут же употребил. Также прикупил пару журналов и полезную модификацию «Охотник за сокровищами», которая при установке в шлем увеличивает количество получаемого опыта и поиск добычи, а благодаря купленным журналам разблокировал возможность создания верстака. С железной кувалдой 2-го ранга и выкачанной почти на максимум веткой силы, сокращение численности гнилозубиков приносило одно удовольствие. Скинув весь лишний хлам торговцу, поехал домой. Запустил в кузнице выплавку железных слитков и заварил медовый чай. Я наивно полагал, что он лечит инфекцию лучше. Но оказалось, что его эффективность идентична обычному меду. Разница лишь в том, что чай готовится с добавлением золотарника и дополнительно останавливает диарею. К счастью, на следующий день у торговца должен был обновиться ассортимент. И, о чудо, на витрине появились антибиотики и 5 банок меда. Забрав все без раздумий, я тут же закинулся таблетками, наконец-то избавившись от изнуряющей инфекции, которая портила мне жизнь. Выделил буквально 5 минут на сортировку лута, если это вообще можно назвать сортировкой. Поймал себя на мысли, что 30-минутные сутки превращают игру в бесконечную суету. Мне ближе размеренный геймплей, где можно спокойно уделить время крафту, строительству и бытовым мелочам, без ущерба для глобальных целей. Укороченное время суток превращает выживание в какой-то нервный спидран, где ты делаешь не то, что хочется, а только то, что необходимо для выживания прямо сейчас. Наконец-то полностью прокачал атрибут силы и взял финальный перк в дробителе черепов. Теперь каждый фатальный удар кувалдой мгновенно восстанавливает мне 30 единиц выносливости. Тут же опробовал это на бродячей орде. Кстати, заметил интересную деталь. С зомби из блуждающих орд рюкзаки падают заметно чаще.
Даже с выкрученными на 50% настройками изобилия добычи, когда чуть ли не каждый третий контейнер встречает тебя пустотой, итоговое количество и качество лута выглядит крайне внушающе. Пока создавался верстак, отправился за древесиной. Нужно было срочно сделать и расставить по периметру деревянные ловушки. Установил верстак и поставил вариться клей на костре. Мне не хватало его для создания модификации утяжелитель. Вокруг подъема и под балкой выстроил плотную полосу из кольев. Расчет был на то, что падающие вниз зомби соберут лицом все ловушки. Деревянные колья – самый бюджетный и эффективный способ сдерживания толпы на начальных этапах. Урона наносят массу, а стоят сущие копейки. Попробовал выдолбить двери железной кувалдой и понял, что кувалда – это лучшая отмычка. Взял себе на заметку, что нужно опробовать кувалду против укрепленных сундуков и начал дожидаться наступления кровавой луны. Во второй волне вместе с рядовыми мертвецами начали прибывать собаки, которые моментально указали на дыры в моей обороне. Если обычные зомби упирались в установленный шест, то для собак этот барьер вообще не стал преградой. Они легко просачивались внутрь, создавая кучу проблем. Второй головной болью стали стервятники. Отсутствие навеса над головой сделало меня легкой мишенью для пернатых. Когда ко всему этому карнавалу подключились еще и копы, стало очевидно, следующую кровавую луну с такой архитектурой я не переживу. Кое-как получилось дожить до самого утра и пережить еще одну кровавую луну. Осушив банку пива для храбрости, спустился вниз и разобрался с остатками гнилозубиков. Во время ночной паники мертвецы начали разносить ворота гаража на соседней заправке, которую я еще не защищал, и встревожили там местных обитателей. Оформив Коби в дырку в гаражных воротах, нашел еще пару журналов по рабочим станциям и открыл возможность создавать коллектор росы. Впервые за долгое время удалось лично увидеть момент сброса аирдропа. По моим настройкам, самолет летает раз в неделю, но маркеры на карте отключены. А первые два груза я благополучно просрал из-за сражения с гнилозубиками. Упускать такой шанс было нельзя, и я покрутил педали к месту падения. Если честно, внутри контейнера я рассчитывал увидеть что-то посерьезнее, но имеем, что имеем. Из плюсов внутри лежало 3 журнала из серии «Еженедельная дробь». На обратном пути наткнулся на лесопилку, объект 3-го уровня сложности. Время близилось к ночи, решил зачистить локацию. Дробовик из трубы — это, конечно, оружие высшего класса. Мне кажется, если бы я камнями кидался, я бы больше урона наносил. В главном цеху местная бригада гнилозубых грубо нарушила технику безопасности, устроив перекур рядом с бочками с горючим. Не будьте как зомби. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Выдалась возможность попробовать кувалду в качестве отмычки. Официально заявляю, кувалда — это лучшая универсальная отмычка в игре, которая прекрасно справляется как с укрепленными сундуками и сейфами, так и с различными дверьми и стенами. Вернувшись домой и восстановив показатели сытости и жажды, занялся заготовкой материалов для постройки нового оборонного комплекса. Нарубил несколько тысяч дерева, накопал камней с песком и занялся добычей грунта. Шишки и желуди, полученные при добыче деревьев, высадил на полянке, а то при моих производственных масштабах добычи в округе совсем не осталось деревьев. В итоге, к 25-му дню у меня скопилась внушительная гора материалов, и я наконец-то приступил к большой стройке. Сам процесс установки и улучшения блоков не только отлично избавляет от ощущения вечной спешки, но и балует тоннами опыта. Тут уж врать не буду, проект этой постройки я нашел на YouTube. Базовый куб площадью 5 на 5 квадратов с высотой в 6 блоков. С тыла вход для меня, с фасада зона гостеприимного приема мертвецов.
качестве финишной дорожки закрепил тонкий шест, а сам подъем соорудил из обычных ступеней, сделав их у основания шире, чтобы у зомби не обострялся топографический кретинизм. Зону контакта застроил лестницами и двойными балками в 2 слоя. По идее, эта конструкция намертво блокировала любую возможность прорыва, в том числе и от собак. А чтобы исключить ситуации, когда гнилозубики устраивают цирковое выступление, залезают друг на другу на плечи и десантируются на крышу, установил угловые блоки. Упираясь в них, они должны были соскальзывать вниз и затем вновь отправляться ко мне по тому же маршруту. Сделал и установил коллектор росы. Порыскав по ящикам, собрал до кучи все схемы модификаций и журналы, которые у меня уже были выучены и прочитаны, и отправился к торговцу. Дюков за макулатуру насыпали немного, но как раз хватило на покупку модификаций собирателей для коллектора росы. Я был полностью готов тестировать новую оборонную постройку, но как обычно это бывает в жизни, не всегда все идет по плану. Злую шутку со мной сыграла установка деревянных кольев на пути следования зомби. То, что должно было облегчить мне оборону, сработало строго наоборот. Бегущий зомби-коп, знатно ободрав свою задницу о колья, достиг критической отметки здоровья, при котором у него срабатывает режим камикадзе. Распасила его прямо на ступеньках. Сначала я этого даже и не понял, а взрывная волна тем временем начисто аннигилировала лестницу, по которой толпа должна была подниматься к моему окну. Потеряв легальный маршрут, обиженные гниляки не придумали ничего лучше, кроме как начать яростно выгрызать несущие колонны фундамента. Понимая, что конструкция не доживет до конца Кровавой Луны, решаю вернуться к своей изначальной линии обороны. Но уже буквально через пару игровых часов я вместе с гнилозубиками выбил шест, который препятствовал их попаданию в мой недострой. Бетона для ремонта конструкции у меня не было, да и соображалки не хватило сразу же воткнуть на это место обычный куб и улучшить его до булыжника. Орава мертвецов ворвалась внутрь моего жилого отсека и принялась крушить все, что попадалось им под руку. Я попытался дать им отпор, но в какой-то момент понял, что их уж слишком много. И решил вернуться в другое оборонное здание. Тут и случился классический фейл. Я не нажал пробел для прыжка и мешком полетел со 2-го этажа вниз. В довершение ко всему я словил полный букет негативных эффектов. Кровотечение, рваную рану и даже зомбиный сифилис. В панике побежал к соседнему гаражу, надеясь запрыгнуть на крышу с мусорного бака, но в прыжке получил удар от стервятника, который в довесок ко всему еще и наградил персонажа эффектом оглушения. Это была первая кровавая луна, которую я с треском слил. Неприятно, конечно, но что есть, то есть. За эту неудачу я, как обычно, заплатил всем снаряжением, которое было на персонаже в момент смерти. Собрал немного утешительных призов из рюкзаков, оставшихся после ночного побоища, и наконец-то воочию увидел причину коллапса моей новой оборонной постройки. К счастью, накопленные ресурсы позволили мне сразу создать стальную кувалду, которую я тут же отправился тестировать на проходящей мимо орде. Решил перенести схему нового оборонного принципа внутрь самого недостроя. Днем занимался зачисткой зданий, вечером продолжал строительство обороны. Словил забавный баг. Персонаж застрял в бесконечной контузии. Благо, после перезапуска он пропал, а то с этим шумом в ушах я уже и сам как оглушенный сидел. Все чаще начал натыкаться на радиоактивных зомби при зачистке зданий и выполнении квестов. Нашел несколько модификаций для шлема и решил вскрыть полицейский автомобиль при помощи своей универсальной отмычки. Как вдруг из воздуха нарисовалось несколько зомбарей. Поначалу все шло гладко, я даже успел мимоходом выключить радиоактивного байкера. Но вот незадача. В самый ответственный момент выносливость помахала мне ручкой и сказала «Аривидерчи, ебанат». Если честно, это стало для меня откровением. Раньше я никогда не пробовал ломать полицейские тачки кувалдой и просто не знал, что при таком агрессивном взломе игра моментально спавнит вокруг тебя элитный карательный отряд зомби высокого тира.
В общем, за этот наглядный урок я снова расплатился всем, что у меня было. Откатившись до стадии голого чухана с железной кувалдой, сбегал за своим велосипедом и вернулся домой. Опробовал свое новое приемное окошко. В целом неплохо, но над меткостью нужно поработать. От моих же кривых замахов отлетело несколько оборонных блоков. Натянул на себя какие-то обноски из сундуков, дабы не ввергать в шок местную фауну своим атлетичным торсом, и поставил вариться 20 тюбиков ПВА, так как нужно было срочно занюхать свой позор. Знаете, когда начинается черная полоса, неудачи валятся по принципу снежного кома. Ты просто катишься кубарем с горы, собирая лицом все дерьмо мира. Примерно так я себя и ощущал. Казалось, что все валится из рук, но отступать я не собирался. Укрепил эстакаду, установил несколько дополнительных опор, усмирил чихуахуашек и дамочек, которые их выгуливали, пристроил платформу и установил роботизированный молот, который нашел ранее, а заодно проверил, как он справляется со скидыванием гнилозубиков с платформы. В целом, девайс очень прикольный, позволяет перевести дыхание, пока зомби возвращаются к персонажу. Правда, иногда откровенно бесит, так как отправляет мертвеца в полет на долю секунды раньше, чем успеваешь отпустить ему кувалду на черепушку. Разместил несколько дополнительных блоков фермерских делянок, поставил отдельный ящик для патронов и сделал себе комплект вещей священника 3-го ранга. Жизнь потихоньку начала налаживаться. Ну, мне так казалось. В награду за квест забрал пачку журналов и коробку с деталями для мини-байка. Распаковав коробку с деталями, обнаружил там готовый каркас и 3 журнала по автомеханике, которые как раз открыли мне схему сборки мопеда. Не теряя драгоценного времени, занялся подготовкой ресурсов и созданием нового транспорта. Старт очередной кровавой луны выглядел многообещающе. Я уверенно принимал волны мертвяков. Роботизированный молот исправно отправлял их в полет, благодаря чему я успевал переключаться на починку блоков. Но булыжник – материал капризный, и в какой-то момент толпа все же проломила заслон. Несмотря на хаос, у меня получилось дожить до утра, но коварные зомбари сгрызли опорную балку, на котором держалась пристройка, и я полетел вниз. Из-за того, что ночью я активно глушил болеутоляющие, напрочь упустил из виду шкалу жажды. Таблетки, конечно, топ для лечения. Они моментально восстанавливают 40 единиц здоровья, но взамен сжирают 30 единиц воды. В итоге мой гидратационный баланс пробил дно, выносливость упала в 0, и меня снова оперативно сгрызли.
Очередной комплект вещей канул в небытие. Прям как девиз из фильма «Грань будущего» с Томом Крузом. «Живи, умри, повторяй». В какой-то момент я даже начал переосмысливать происходящее, но внезапно увидел неподалеку сброшенный груз самолета. Сразу поехал за ним, чтобы не потерять. Мне даже начало казаться, что игра пытается извиниться за прошлые обиды. Но, как выяснится позже, это был изощренный и циничный план по дестабилизации моей психики. Все шло как-то подозрительно гладко, но жопа я чуял подвох. И интуиция не подвела, хотя к такому приколу я готов не был. Во время зачистки очередного объекта по заданию, краем глаза заметил, как в мою сторону целенаправленно ковыляет огромная псина с горящими красными глазами. Ну, думаю, идет и идет, хрен с ней. Она вообще на другом конце улицы и к моему заданию отношения не имеет. Понюхает углы и свалит. Эта туша целенаправленно подошла к моему зданию и начала с яростью экскаватора выламывать бетонные блоки прямо под моими ногами. У меня, как назло, ни одной дальнобойной пушки, ни дерева для создания кольев. В итоге я принял решение пересидеть осаду на крыше в надежде, что этот лютоволк побесится и уйдет, ведь квестовым маркером он не подсвечивался, а значит, скриптом к миссии привязан не был. В общем, проторчал на крыше до самых первых лучей солнца, но собака даже не думала уходить. Повторно терять все снаряжение мне не хотелось. Я отменил задание и думал, что сейчас аккуратно спрыгну с крыши, оседлаю свой мини-байк и умчу в закат. Ой, какой хардкор, нахуй. Ой, блин, буду проституткой, нахуй. Где там этот OnlyFans, сука, как там зарегистрироваться? Этот прикол я не понял и не оценил. С какого перепугу этот мутант пришел в момент выполнения задания? Почему он намертво залочился на моего персонажа сквозь стены? И еще миллион таких почему. Почему же дождик капает по лужам? Значит, судя по всему, я собаке этой нужен был бы. Ну, да ладно. Что поделать? Такова соляви, как говорят у них. Дома меня ждал еще один сюрприз. Нашел на полу разбитый коллектор росы, который, по всей видимости, обвалился с частью секции моего недостроя. А раз рухнул он, то и все мои заботливо высаженные грядки накрылись медным тазом. А еще до меня наконец-то снизошло озарение, и я додумался создать себе огнестрел. Даже не спрашивайте. Я сам не знаю, почему бегаю только с кувалдой и в упор игнорирую пушки. Видимо, какая-то черная дыра в моей логике за это отвечает. После убогого самопала из водопроводной трубы я подсознательно ждал от двустволки того же пшика. Но как же я заблуждался. Скорость перезарядки – пушка. Урон – мое почтение. Хотя, чему тут удивляться, если у меня параметр силы максимальный и ветка на дробовике полностью вкачана. Установил еще один роботизированный молот и решил устроить себе ментальный отдых. А что в этой игре расслабляет лучше, чем тотальный распил чужих автомобилей? Вот и я думаю, что ничего. Doesn't make sense, but every cell in my body eats its protein. Oh, grass is only for cows and rabbits that don't know how to kill and conquer, to win and rule. Oh, it's what we learn at school. Весь полученный лом оперативно конвертировал в звонкую монету у деда, кто заметил в ассортименте стальную кирку и лопату. Мне, понятное дело, хотелось забрать оба девайса, но финансы пели романсы, так что пришлось сделать выбор. Заодно на сдачу взял пару початков суперкукурузы. В памяти всплыло, что этот чудо-продукт использовался в одном из испытаний на открытие специального снаряжения.
learn better, climb higher, educate away. Кровавая луна на 42-й день не доставила никаких проблем. Я наконец-то выстроил нормальную оборонную позицию. Более-менее разобрался с направлением удара, а 2 установленных роботизированных молота позволяли мне вовремя чинить покалеченные блоки. Но тут на сцену вышел он, зомби Чак. Этот Чак Норрис местного разлива броском камня из-под выподверта разворотил мне к хуй всю фронтальную часть защиты. Да так изящно, что мне на голову начали осыпаться блоки крыши. А уж какой капитальный ремонт несущих стен не оформила остальная толпа на первом этаже. Это просто сказка. Стало очевидно, если подобный метатель явится в начале следующей ночи, защищаться мне будет просто негде. It's not a lie, we will survive. The seas are dry, we will get by. It's not a lie. За сдачу очередного квеста дед подкатил королевский подарок. 250 единиц готового бетона. Со стороны может показаться глупостью, но я радовался как ребенок, ведь это 25 улучшенных блоков для фасада. А еще у него в продаже появился журнал «Сокровища пустошей», прочтение которого открывало персонажу возможность получать мед при рубке деревьев. И это был просто бальзам на душу. Разумеется, пределом мечтаний оставалась собственная бетономешалка. Открыть ее чертеж стало моей главной фикс-идеей. Ведь от этого буквально зависело, выживу ли я вообще. Я пылесосил локацию за локацией, выполнял различные задания, а если у торговцев в закромах появлялись журналы по рабочим станциям, выкупал их не глядя. Дни с 44 по 49 без устали выполнял задания, а бетон, полученный в качестве награды, пустил на укрепление фронтальной части обороны. Также в промежутке между выполнением заданий не забывал укреплять основу, на которой держится мой недострой. Первоначальные стены, которые я возвел на первом этаже, были больше для поддержания стабильности здания, нежели для его защиты. И вот очередное красное небо. Проверка новой обороны началась с того, что мне сразу же разъебали фронтальную часть фасада, которая все еще была улучшена в булыжник. Но чтобы прорваться к моей тушке, мертвецам приходилось трамбоваться в узком проходе и вставать друг другу на головы, чему очень технично препятствовали роботизированные молоты. Подъемную эстакаду мне в процессе обороны тоже дезинтегрировали, но саму Луну я пережил. За счет того, что я полностью отказался от использования кольев, зомби-мешков с лутом после ночи осталось кратно больше. И о боги! Мне наконец-то открылся следующий тир огнестрела. Помповик. Вы просто оцените эти руины. Выкрученный на 300% урон по блокам добавляет выживанию неповторимый шарм и заставляет сидеть раньше времени. Поэтому я лысый. Пирожки не дам. Сам все съем, понятно? Отправился на зачистку задания 4 уровня сложности. Некоторые тамошние обитатели оказались довольно плотными. Из-за моей привычки игнорировать установленный маршрут пришлось немного потупить. По заданию нужно было зачистить всю область. Но я вроде как всех убил, а мне все еще показывала отметку, где должен находиться зомби. Я не мог его там найти, а потом до меня дошло, что скорее всего он заскриптован и появляется только после выполнения определенного действия. Так и получилось. Обнаружив рычаг, который должен был открыть доступ в хранилище к главному луту, появился последний зомбарь, после ликвидации которого квест успешно завершился. С удовольствием забрал в качестве награды 25 слитков стали и прикупил один журнал на рабочие станции. До открытия возможности создавать бетономешалку оставался последний журнал. Также приобрел себе стальной топор 3-го ранга. Ночью из ближайшего караоке-бара вывалились 2 бухие милфы, которые попытались соблазнить меня своими вокальными способностями. Уединиться с такими женщинами мне не позволил бы даже дедушкин самогон, но, судя по всему, их вместе с друзьями попросту выперли из бара, и они решили затусить у меня.
Разобравшись с ними и группой бэк-вокала, получил еще несколько журналов на дробовики и закинул в создание помповик 2 ранга. Пока пушка собиралась на верстаке, без устали копал ресурсы. Надо было заделать те сквозные дыры, что остались после прошлого красного дня календаря. Этот отрезок игры можно описать коротко. Жизнь от луны до луны. Копаешь, строишь, улучшаешь блоки, отбиваешься от проходящих мимо орд и выдаешь путевки на тот свет визгливым дамочкам. У торговца в продаже появляется тот самый журнал, после прочтения которого я открыл возможность создавать бетономешалки. Честно скажу, в этот момент я аж подпрыгнул на стуле от восторга. Весь следующий день я провел в режиме безумного автомеханика. Мне нужны были ресурсы сразу на несколько бетономешалок, так как планы у меня были грандиозные, и производство бетона нужно было масштабировать до промышленных объемов. Собрав и запустив первый агрегат, отправился добывать камень. Я у мамы скульптор, конечно. Надолбив камушка, вернулся домой, установил вторую бетономешалку и запустил процесс создания бетона. Пока замешивался бетон, поехал на очередное задание. Там мне повезло найти финальный том из серии «Мифы о молоте». Правда, собирал я все на таких скоростях, что осознал масштаб удачи только потом, когда пересматривал записи. Зачистил главный лутрум, забрал сумку и под утро покатил к деду. В качестве награды взял десяток тюбиков клея. Награда в этой игре — чистое казино. Ты можешь за копеечный квест 1 уровня получить связку коктейлей Молотова или гранат, а за потный штурм здания 3 уровня сложности тебе подгонят пару тюбиков клея. Забрав готовый бетон, первым делом починил поврежденные участки и полностью улучшил лицевую панель оборонной зоны. Всю конструкцию эстакады тоже улучшил в бетон, чтобы парочка взорвавшихся копов больше не ломала зомби их единственный маршрут ко мне. Снизу, прямо под зоной сброса, выстроил глухую бетонную стену. В том, что нижние блоки превратятся в хлам, я даже не сомневался. Они там стояли исключительно ради стабильности конструкции, чтобы мой недострой в один прекрасный момент не сложился как карточный домик. По ходу дела раскидал залетную банду бродячих мертвецов и от скуки залез в описание навыка вьючный мул. Оказывается, этот перк не просто расширяет карманы, а еще и ускоряет процесс создания предметов, а также дает 25% шанс полностью проигнорировать физический урон при ударе. Остаток дня я привычно провел за разборкой автомобилей и добычей камня, а вернувшись домой, закинулся барбитуратами и приготовился к радушной встрече гостей. И первое, что я видел, это хуй знает откуда летящий камень. Начало просто космос. Если бы я не закатал весь фасад в бетон, мне бы эта крыша прямо на уши и съехала. Но в общем и целом, кровавую луну 56-го дня я отщелкал как семечки. С рассветом спустился вниз, добил выживших коллег и пошел потрошить выпавшие рюкзаки. Прочитал последний 100-й журнал из серии Бронника и открыл возможность создания легендарной экипировки 6-го ранга. В процессе разборки с очередной бродячей ордой услышал гул самолета, засек вектор его полета, сгреб в охапку всю ненужную макулатуру и погнал к торговцу. Заглотнув пойло для улучшения бартера, выгодно скинул хлам, прикупил себе стальную кирку и выдвинулся по курсу самолета. Спустя какое-то время поисков заметил характерный красный дым над одной из крыш. Сброшенный груз оказался чисто литературным. Разобравшись с грузом, сразу поехал по координатам ранее найденной карты сокровищ. По итогам раскопок мой бюджет пополнился более чем на 9000 дюков и пачкой патронов. Чертовски приятный бонус. На обратном пути немного поохотился, попутно отбиваясь от зомбей. Кстати, забавно забайтил парочку диких мертвецов на труп змеи. Они с таким аппетитом принялись выедать дохлую рептилию, что напрочь проигнорировали стоящее рядом свежее мясо в моем лице. А вот за тушу дохлого кабана зомби уже пришлось отшлепать по попке.
Жир и мясо мне самому нужны для кулинарных шедевров. В одного оленя пришлось всадить несколько зарядов из дробовика, после чего он ускакал в закат. А вот второй, видимо, настолько устал от этого постапокалипсиса, что просто покорно принял свою судьбу. Генерация некоторых зон на этой карте – это, конечно, отдельный вид искусства. Добравшись до очередного объекта, я решил сначала осмотреться и обнаружил, что основной лут стоит прямо посреди двора. Ну, раз такое дело, грех было не воспользоваться абузом на двойную пролутку. Ящики с главным лутом обновляются сразу после того, как вы начинаете выполнение задания. Фишка удобная, но если злоупотреблять, становится неинтересно. Получаешь двойную норму лута с одной точки. Причем восстанавливаются не только главные сундуки, а вообще вся локация. Почтовые ящики, автомобили и любые другие текстуры, разрушенные ранее. Меняется только содержимое контейнеров. Наконец-то открыл возможность создавать мотоцикл, а в главном ящике из полезного была только карта сокровищ. Выгребать остатки хлама из углов я не стал. Как только перегрузил содержимое финальных сундуков в багажник, сразу же запустил выполнение задания и пошел по второму кругу. Занял высоту и спокойно зачистил локацию. В главном ящике нашел модификатор на +1 к параметру ловкости. Быстренько зачистил остаток локации и двинул создавать квест. Листая список товара у торговца, едва не поперхнулся. В списке предлагаемых товаров была готовая бетономешалка. Если честно, я даже не подозревал, что этот станок можно банально купить. В будущих забегах надо будет внимательнее шмонать торговцев, ведь урвать бетономешалку на старте – это автоматический билет в безбедную жизнь. Прикупил модификацию разрывные патроны и установил ее в помповик. На сделанный цемент поставил создаваться бетон и поехал копать очередной клад. Тайник с сокровищами решил полакомиться всеми отмычками, но он просто не знал, что у меня в руках универсальный стальной ключ от всех замков. Катаясь по округе и разбирая автомобили, наткнулся на какую-то станцию 3-го уровня сложности. Ювелирно увернулся от плевка местного кислотного чемпиона и чуть не словил инсульт сраки, когда прямо по духам с адским грохотом сдетонировала многотонная фура. Вниз я, конечно же, спускаться не стал, да и не было в этом смысла, так как основные ящики кучно стояли во дворе. Среди прочего хлама нашел модификатор для шлема, который давал +1 к стойкости. Решил навестить торговца в сгоревшем лесу, и по пути совершенно случайно наткнулся на сброшенный груз. Судя по наполнению, это был один из тех самых первых аирдропов, которые я проспал в начале игры. Хотя, возможно, наполнение в них генерируется абсолютно случайно. Продвигался я не спеша, разбирая по винтикам каждую легковушку на обочине. Латунные радиаторы и движки сразу пускал в утиль. Как выяснилось, сдавать их компонентами намного выгоднее. Насколько мне известно, торговому представителю можно за раз слить до 3 стаков сырья, а для латуни, свинца и железа это без малого 18 тысяч единиц каждого ресурса. На продаже таких объемов чистых материалов можно подняться гораздо круче, чем на торговле целыми запчастями. Единственное, в чем я лоханулся при сделке, забыл предварительно осушить бутылочку пойла и закинуться конфетками на бартер, которые при таких масштабах торговли окупились бы мгновенно. Но стоило мне открыть меню торговли у Дженни, как я вообще забыл обо всем на свете. Теперь мне предельно понятно, почему она главная любимица комьюнити. Помимо 2 ее весьма внушительных визуальных аргументов, у нее еще и самый жирный ассортимент в игре. Да, я понимаю, что это рандом, но второй забег подряд я нахожу тигель именно у нее. Я без раздумий выкупил тигель, а на сдачу взял электрический гайковерт, с которым разборка машин превращается в секундное удовольствие. С тигелем в кармане мне вообще не хотелось делать остановок. Эта модификация открывала дорогу к совершенно другому уровню жизни. От сборки элитной экипировки и скоростной техники до улучшения бетонных стен базы в непробиваемую сталь. Переступив порог дома, я первым делом занялся созданием запчастей для мотоцикла, а затем закинул в очередь и сам байк. Пока верстак собирал мой новый двухколесный транспорт, отправился за песком и камнями. Добыча камней и песка лопатой в целом выгодное дело, но только до появления бетономешалки. С ее появлением гораздо эффективнее добывать камень киркой, а уже из него внутри мешалки штамповать песок.
Как только мой байк сошел с конвейера, я переставил на него все доступные улучшения и сделал дополнительный модификатор на расширение багажника. Если вдруг кто не знал, вот вам небольшая подсказка. На транспорт можно устанавливать несколько модификаторов на дополнительные слоты в багажнике, а вот с одеждой этот трюк работает тоньше. В вещи нельзя запихать две идентичные сумки, но там есть градация. Обычный подсумок, двойной, тройной и четверной. Так вот, вы можете запихать все 4 разных типа в один элемент одежды одновременно, моментально ликвидировав несколько слотов перегруза. Лично мне это без надобности, так как ветки силы у меня на максимум выкачан вьючный мул, открывающий весь инвентарь подчистую, но надеюсь, что вам эта информация была полезной. Вечная суета и спешка мне порядком поднадоели, так что я решил устроить себе сеанс релаксации. Первым делом застроил дырку в полу на 2-м этаже и установил несколько новых ящиков. Кстати, лайфхак по экономии времени. Создавать обычный деревянный сундук и вручную улучшать его до железного гораздо быстрее, чем запускать прямое производство железного ящика, потому что деревянный ящик создается пару секунд и улучшается примерно столько же, а вот железный создается несколько минут. Наконец-то я навел порядок в закромах, потому что созерцать этот хаос в сундуках больше не было сил. Перетащил верстак с крыши в жилую зону, установил еще один костер и занялся застройкой. Делать глухой бетонный склеп мне не хотелось, поэтому в некоторых проемах я оставил изящные оконные рамы. Мой недострой наконец-то начинал приобретать вид уютного дома. Правда, с ремонтом тут, как в жизни, все и сразу не успеть. Так что преображение будет пошаговым. Разумеется, игра не позволяла мне надолго залипнуть в симулятор дизайнера и регулярно подкидывала порции адреналина. То на огонек заглянут зеленые радиоактивные крикухи и начинается кромешный ад. Их вообще лучше сразу усыплять. А то они такие интересные существа. Могут запустить цепочку, при которой на крик одной крикуньи будет прибегать другая и тоже орать. Вторая орет, зовет третью, и все это превращается в нескончаемый конвейер. Для фарма опыта и сумок тема отличная, но точно не тогда, когда ты увлечен расстановкой мебели. То под окна заявилась целая свора псов под предводительством огромного зараженного медведя. Что этот цирк Шапито забыл в тихом сосновом лесу? Загадка дыры. Но пара халявных ампул с тестостероном в моем кармане явно лишними не будут. Даже если не пригодятся в крафте, дед заберет их с руками. Да из собак нападало приличное количество костей, жира и гнилого мяса. Весь 63-й день я безвылазно провел за переносом и сортировкой вещей. И честно сказать, именно в этот момент я окончательно смирился с тем, что при 30-минутных сутках объять необъятное физически невозможно. Ну, не мой это формат геймплея, вечно куда-то нестись, сломя голову. Я человек простой, мне бы не спеша руду в шахте поковырять, блоки поулучшать, почилить. Именно за этот размеренный темп я и ценю жанр песочниц. С наступлением кровавой луны я привычно закинулся коктейлем из таблеток и встал за прилавок своей бескомпромиссной кассы по раздаче пиздей. С каждой новой волной состав штурмующих становился все изощреннее. На этот раз в гости пожаловали жуткие волки, облученные инфернальные мутанты и другая нечисть. К моему удивлению, подрывников с зарядом на груди пока не завезли. С наступлением утра дерябнул пивка для тонуса и спустился вниз расставлять финальные штампы в путевках на тот свет. А вот так выглядит все, что я насобирал из рюкзаков. Прочитал последний журнал из серии «Молотобоец» и открыл рецепт стальной кувалды 6-го ранга. Оперативно пробежался с ремонтным молотком по центральной эстакаде, восстанавливая прочность блоков. Затем закинул за спину гайковерт и решил устроить грандиозное турне через сгоревший лес прямиком в пустыню. Гайковерт с модификациями – это просто пушка-ракета-бомба. Подходишь к тачке, вжикаешь пару раз, и вся машина оказывается у тебя в кармане в виде чистых ресурсов. Добравшись до пустыни, сходу начал закрывать испытания на разблокировку биомного снаряжения. Накопал горючего сланца, нарезал листьев алоэ,
Доехал до местного коммерсанта и слил ему остатки металлолома. Взамен раздобыл пару журналов и порцию рыбных тако, а затем убил необходимое количество гнилозубиков. Из пустыни отправился прямиком в зиму ровно с той же целью. Насобирал черники и принялся кошмарить местных синюшных мертвецов. Правда, в какой-то момент чуть сам не огреб от стада чаков. На аккуратничах немного разорвал дистанцию, добил последнего квестового бедолагу и взял курс на базу. Накопленные очки навыков инвестировал в ветку добычи, чтобы копать быстрее и эффективнее. Дома сварил и выпил специальный тоник и сделал себе комплект пустынного снаряжения. Поехал к торговцу в зимнем биоме. В ассортименте обнаружил у него гвоздомет 5-го ранга, чему был крайне рад. С этим девайсом улучшение блоков происходит ровно в один клик. Естественно, я забрал гвоздомет без разговоров. На всякий случай держите строительную калькуляцию. Каменный топор улучшает блок за 3 удара, железный молоток за 2, а гвоздомет делает это за одно нажатие. До кучи навернул горячего гуляша, который приготовил перед выездом, и теперь мне оставалось только раздобыть охапку хлопка, чтобы закончить выполнение заданий на специальное снаряжение для зимнего биома. Где раздобыть нужное количество хлопка, я прекрасно знал. Но перед этим решил заскочить в пустошь, чтобы закрыть тамошние боевые испытания. В процессе отстрела местной радиоактивной фауны наткнулся на сброшенный груз. На первый взгляд ничего сверхъестественного внутри не было, но стоило мне вскрыть пачку с журналами, как оттуда выпало несколько томов еженедельной дроби. И это было просто великолепно, потому что мне наконец-то открылся крафт автоматического дробовика. Это именно то, о чем я грезил последние 3 недели. Поставив жирную точку в испытаниях в пустоши, отправился домой. Уже на подъезде к базе обнаружил, что за мной шлейфом прется целая стая противных пернатых тварей. Это реально забавно. Бродячего жуткого волка я видел. Медведя-мутанта со сворой псов тоже. А вот чтобы за мной летала организованная эскадрилья стервятников, такое у меня впервые. Перещелкав этих летучих крыс, обобрал их на перья, кости и тухлятину, после чего выдвинулся на ту самую поляну за хлопком. Помимо него там колосился золотарник и хризантемы, так что я решил добыть всего и сразу. Из хризантем получается отличный красный чай, улучшающий метаболизм на 15% в течение 6 минут, а золотарник незаменим для лечебных отваров. И через какое-то время вопрос со специальным зимним снаряжением был закрыт. Оставалось разобраться только с антирадиационным снаряжением. Но вот незадача. В закромах не оказалось юбки, необходимой для создания атомного укола. Эксперимента ради решил сожрать один облученный светящийся гриб. У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Спецэффекты такие, что людям с ранимым вестибулярным аппаратом этот трип строго противопоказан. Торжественно установил готовый химзавод и первым делом перегнал немного горючего сланца в бензин, чисто для закрытия галочки в испытаниях. И заодно поставил создаваться самодельные бомбы на верстаке, чтобы полностью закрыть всю категорию заданий изготовления. Особое задание на открытие торгового маршрута в пустошь мне пока выдавать не хотели, так что я плюнул на бюрократию и поехал искать лавку самостоятельно. Во время поисков повезло наткнуться на еще один сброшенный груз. Забрав ништяки из контейнера, продолжил колесить по пустоши. Мои упорные поиски увенчались успехом. База местного коммерсанта была обнаружена. Купил у него несколько журналов и двинул в сторону дома, разбивая по пути все пни, чтобы получить с них мед и закрыть еще одно испытание. Вернувшись домой, я забрал с верстака готовые бомбы и с чувством выполненного долга зафиксировал завершение выполнения всех заданий во вкладке испытаний. Повезло найти у себя в сундуке 3 заветных зернышка юки. Парочка спелых плодов у меня лежала в сундуке с едой, так что для атомного укола не хватало ровно 3 штук. Забрав из верстака свежесозданный автоматический дробовик, я перекинул на него все модификации и отправился в свою приемную будку. Ночная волна разношерстных мертвецов наглядно продемонстрировала. Скоро даже бетон перестанет вывозить этот натиск. Поэтому, латая дыры после осады, принял волевое решение не просто восстанавливать блоки, а сразу улучшить часть сдерживающих блоков в стальные. В планах было превратить весь нижний ярус в глухой монолитный бетонный фундамент. Ресурсов на это уйдет немерено, да и по времени займет далеко не 1 день. Чтобы разгрузить производство, я сделал и воткнул еще несколько дополнительных кузниц, которые отныне будут круглосуточно жарить камень и генерировать цемент.
Наконец-то созрела моя юка на грядках. Я собрал урожай, сварил атомный укол, бахнул его по вене и с чувством глубокого удовлетворения закрыл последнее испытание на спецснаряжение. Сделал себе легендарный комплект брони священника. Заодно довел блоки приемной будки и пандуса до стального состояния. Забил половину первого этажа бетонными кубами и заменил старую железную дверь на усиленную стальную. Очередная кровавая луна прошла как по маслу. Плотности элитные зомби потока уже зашкаливали, но опыта за это насыпало столько, что я едва успевал следить за летящей полоской уровня. Пережив этот недокошмар, я официально закрыл достижение выжить в кровавой луне 10 раз. На остатках волны протестировал Йорш, выпил баночку пива и запил ее бутылкой самогона. Потому что правильно, градус понижать нельзя. Чтобы не утомлять вас демонстрацией каждого рюкзака, свалил все добро в отдельный сундук. Собственно, вот и весь лут, который я получил за эту кровавую луну. Сделал себе стальную кувалду 6 ранга. До полного комплекта идеальной экипировки мне не хватало только автоматического дробовика максимального тира. Инструментов мне хватало и тех, что есть. Деревья с ними улетают с 2 ударов, а руда крошится с 1 тычка. Кстати, я почему-то наивно полагал, что в оружии 6 ранга будет 5 слотов под модификацией, как в броне. Но оказалось, 6 тир отличается от 5 только пафосным фиолетовым цветом и копеечным приростом к базовому урону. А теперь минутка шок-контента. Оказывается, эти мелкие разноцветные пиксели на карте — это не дефект текстур и не визуальный мусор, а точечное отображение рудных жил. Вот так вот. Знаю, сейчас знатоки в комментариях закричат: ну это же было очевидно. Не, ребят, ни хрена не очевидно. Вода прорисована понятно, а эти точки намертво сливаются с ландшафтом интерфейса. Но если вы, как и я, до этого момента пребывали в неведении, пользуйтесь на здоровье. Предупрежден, значит вооружен. Генерация жил в этой игре — это какой-то отдельный вид безумия. Можно наткнуться на один несчастный узел и накопать с него столько сырья, что хватит до конца выживания. Я ради эксперимента присосался к одной железнорудной жиле и вытащил из нее 70 тысяч единиц железа. Зачем? Да просто так, чисто ради научного интереса. Мне до безумия хотелось узнать, когда у этого месторождения наступит дно, и сколько вообще ресурсов игра способна выдать с одной точки. Спойлер, жилу я так и не исчерпал. Пришедшая в гости Грикунья своим ангельским визгом деликатно вернула меня в реальность. Во время зачистки очередного особняка по квесту 4 уровня сложности я прочитал юбилейный 100-й том еженедельной дроби, открыв возможность создавать автоматический дробовик 6 ранга. Локация, к слову, называлась «Резиденция Райтов». Безумно крутой дом. Там просто какое-то неприличное количество книжных полок по всем комнатам. Но основной эпицентр знаний сосредоточен на чердаке. Теперь это мое любимое место для фарма, наряду со стандартными книжными магазинами Кракобук. Кракобук! На 84-й день я полностью завершил заливку первого этажа бетонными блоками. Правда, визуально постройка все еще напоминала унылую коробку недостроя, что дико мозолило глаза, а душа требовала эстетики. Перед финальным строительным рывком сделал небольшую вылазку за свежим сброшенным грузом. Игра расщедрилась на целый комплект пулемета М60. Вот это я понимаю. Адекватный лут с неба. Поскольку денег у меня куры не клевали, в ассортименте деда мелькнул роботизированный дрон 5 ранга. Мне стало дико интересно, что это за зверь и с чем его едят. Изучив доступные модификации для этой консервной банки, выбрал 3 оптимальных: медик, багажник и защита. На поверку дрон оказался забавной летающей сумкой,
сумкой со встроенным чат GPT. Рон-дон-дон, кожаный ублюдок. Если зарядить в его инвентарь медикаменты, например, бинты, то в критической ситуации эта штука будет автоматически лечить персонажа. Фича прикольная, но его постоянный механический трындеж по духам начинает быстро утомлять. Пошел на... Поставил его чисто как летающий подсумок и страховку по здоровью. В очке у тебя подсумок. Свинья неблагодарная. Собрав свой новый брутальный транспорт, решил, что следующие пару дней целиком посвящу дизайну крепости. Смотришь и все еще не подписался. И не стыдно тебе? Выбил обвалившуюся бетонную плиту, которая заменяла подъем на крышу, смонтировал цивилизованные лестничные пролеты, перекроил крышу и перенес туда фермерские делянки, засеяв их свежим урожаем. Возвел дополнительные стены со стороны парадного входа и врезал двойные стальные двери. А также сделал огромное панорамное окно с видом на дорогу. Процесс этой мирной суеты прервала очередная кровавая луна, на которой я благополучно получил 100-й уровень персонажа. Весь лут с гнилозубиков собрал в багажнике грузовика. Собственно, вот что я получил за эту кровавую луну. Заехав к деду скинуть излишки, получил награду за истребление мутантов, где на выбор предлагались модификаторы параметров на +1. Поскольку мой основной упор сделан на силу, а в зубах красуется статусная сигара, я взял еще один мод на +1 к силе, разогнав итоговое значение до фантастических 12 единиц. Хотя я до сих пор без понятия, работают ли статы сверхлимита или это все херня. Но, поскольку обратного нигде не написано, будем считать, что работают. Дома занялся финальными штрихами. Слегка поработал над симметрией здания. Она все еще далека от идеала, но глаз уже больше не дергается. Покрасил фасад базы и зону подъема зомби. Да, сейчас я уже знаю, что можно было красить блоки целыми секциями, а не кликать по одному квадратику. Но узнал я об этом чуть позже, бывает. Но я ошибся, но могу я один раз ошибиться? Один. Да ты сдох как бездарность 5 раз за это выживание и назвал это хардкор. Самому не стыдно? Так что часть этой исполинской крепости я реально выкрасил поштучно. Но честно, меня это вообще не напрягало, даже как-то расслабляло. Что бы там ни говорили, а стройка – моя самая любимая часть этого 100-дневного марафона. Для пущей атмосферы собрал все накопленные саженцы деревьев и плотно засадил ими территорию вокруг дома, поскольку голый пустырь слишком мозолил мне глаза. И поверьте, через время здесь будет просто шикарный вид. Вы ведь не думали, что я оставлю вас без сочного экшена под занавес? Ведь у меня для вас еще кое-что припасено напоследок. Для начала я сбросил все очки навыков и полностью их перераспределил. Сделал полный сет налетчика 6-го ранга и отправился на тест-драйв. Как вы, наверное, уже поняли, челлендж будет связан с Кровавой Луной. А если быть точнее, я собираюсь встретить Кровавую Луну 98-го дня в чистом поле, посреди пустоши, лицом к лицу со всей высокоуровневой нечистью. Честно говоря, я сомневался, что протяну хотя бы пару игровых часов, но что будет по итогу, смотрите сами. Every time they see me, they in G5. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like a Illuminati. You can see me like a Illuminati. But I'm shining so bright, don't
can't tell if I like you. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender. Team with me and they all winners. And you know we ballin' all winter, all summer. Jewelry around my neck is lightning, but I'm all thunder. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it. Bring a friend and come along. Don't be taking too long. The vibe's too strong. If you don't know how to move, then we moving on. Ain't no way rhythmic feet up in this place. If you can't catch the feeling, then get out the way. I've been reeling and fish from the lake. They keep saying I'm down to earth, but I'm really out of space. All these women aliens, super foreign, so exotic. Hop in the Mercedes Benz, and I got them crushing like ice pouring above. It's overflowing on us. You drop it, then pick it up. I think I'm falling in love, but shawty, this isn't what you probably thinking it was. It's a vibe out, cooling it for the weekend and such. You gon' find out once you come on and bring me that up. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it. Ну, что я могу вам сказать, ребята? Билд абсолютная имба. Да, я обмазан топовой химией и бустами под завязку. Да, на мне лучшая броня в игре. Но камон, это кровавая луна, открытое поле в пустоши и практически милишный билд через кувалду. Я вообще не представляю, что должно произойти, чтобы зомби смогли пробить этого терминатора. Чисто для понимания, зараженный медведь со всего маху бьет персонажа в лицо и наносит 19 единиц урона. Это абсолютный безоговорочный успех. Пока я занимался проверкой собственных лимитов пустоши, вокруг моего дома выросли посаженные деревья. Получился потрясающий уединенный задний дворик с игровой площадкой, окруженный густым красивым лесом. Теперь же давайте немного пройдемся по статистике. За все время игры я убил 4365 гнилозубиков, умер 5 раз, что очень, к сожалению, ведь я правда пытался записать выживание на таких настройках без смертей. Но как говорится, там где первое, там и пятое. Да, хардкорщик хуй. Но все-таки это были мои вторые 50 часов в игре, да и условия с потерей абсолютно всего снаряжения с персонажа при смерти считаю более чем хардкорными. Ну конечно. Что бы ты еще сказал? Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Изготовил больше 20 тысяч предметов, а моя текущая и по совместительству самая долгая жизнь длится на протяжении 32 часов и 27 минут. Этап игры 234. Поиск добычи 112. Я особо ничего не знаю про эти параметры, знаю только то, что чем они выше, тем больше лута сыпет с монстров и тем лучше лут попадается в ящиках и рюкзаках. Примерно вот так выглядят характеристики персонажа в текущей экипировке. Но только учтите, что на персонаже еще есть часть положительных эффектов, которые остались еще с кровавой луны. А вот так выглядит прокачка навыков персонажа. В целом ничего необычного. Сила, стойкость и немного ловкости. Прокачав еще пару уровней, можно было бы сделать его еще более крепким, но честно говоря, куда еще крепче. Персонаж и так непробиваем, как бронеплита танка. В целом, я безумно доволен этим забегом и его результатами. Я открыл для себя массу нового и наглядно разобрал собственные ошибки. Корявый старт прокачки, несвоевременное распределение очков в критически важные навыки, переоценку боевых возможностей и недооценку негативных эффектов. За первые 100 часов я неплохо освоился в этой песочнице. И у меня уже есть пара крутых идей для следующих роликов. Искренне надеюсь, что это видео вам понравилось и верю, что я заслужил на ваш царский лайк, сочный комментарий и подписку на канал. Благодарю всех за просмотр и до встречи в других игровых вселенных. Пока-пока, кожаные ублюдки, я вас не знаю, но буду по вам скучать.